Поскольку магия это самая древняя первая религия человечества, то, естественно, это разговор, беседа со стихиями, то есть с водой, с воздухом, с землей, с ветрами и так далее, и так далее. Обращение к этим стихиям, она дает определенный результат, потому что эти стихии изначально были в жизни человека и до человека. Если вы маломальски знаете историю, то все цивилизации строились возле великих рек, да, и это не просто так. Это не только потому, что река – это источник воды, пресной воды, без которой нам не жить. Вот почему-то города строились не так часто возле морей, как возле рек, потому что река символизирует переход в мир мертвых, то есть потусторонний мир. Не зря в греческой мифологии есть река, которая состоит из человеческих слез. То есть она протекает через наш мир, через нашу вселенную, и говорят, что все бедствия людей идет от той реки. И чем больше ты причиняешь боли человеку, тем более водной становится та река. То есть не делай зла для того, чтобы эта река когда-нибудь не коснулась и тебя и не унесла с собой вот реку слез. Есть река Стикс, если вы знаете. Ну, мы называем это мифологией, на самом деле это можно сказать, что одна из направлений древней магии, где паромщик переводит души с одного берега на другой. Вы никогда не задумывались, почему мертвому человеку на глаза ложат 2 пятака, 5 монет, да, для того, чтобы он расплатился с паромщиком. Хотя говорят, что в коммунистическое время, мол, просто глаза не закрывались у человека и положили туда пятаки, абсолютно не соответствует истине, это не то объяснение, для того, чтобы он расплатился с паромщиком. Я нахожусь на берегу искусственного пруда, конечно, но поскольку речь идет о воде, вот я вам объясняю. Ритуалы благополучия, денег, призвания, удачи и прочее совершаются только на берегу рек, потому что река – это движущаяся вода, а жизнь – это движение. То, что уносит, то, что идет вперед. Пруд – это больше символ отстоя в жизни. Все стоит, никуда ничего не двигается, это как болотное состояние, поэтому возле прудов совершались скорее, может быть, характерные порчи, для того, чтобы испортить жизнь человека, судьбу, чем какие-то ритуалы, связанные с деньгами. Еще на берегу прудов или водоемов можно совершить, скажем так, ритуал оставления долгов, бедствий и прочее. Поскольку она никуда не двигается, значит, и вот эти долги и неудачи никуда не двинутся и вас не будут преследовать. Вообще вода имеет память. Уже доказано, что вода имеет память. И если когда-нибудь слышали, что плохой сон рассказывает бегущий в воде, в туалете рассказывает или возле какого-то там родника рассказывает, большинство порч снимается родниковой водой, то есть водой, которая идет из-под земли. Далее, что касаемо рек. Реки открывают судьбу. Многие ритуалы творятся в купании, во время купания в реке. Основная часть ритуалов идет на Ивана Купалу, когда отпускают по реке какие-то венки, ищут суженых и прочее. Итак, цивилизации строились возле рек. Каких рек? Если вы помните историю, я вам перечислю. Египетская цивилизация возле Нила. Нил считалась богиней, не просто рекой. Разливы Нила обеспечивали целое государство едой. Нил обожествляли. И все, что находилось в Ниле, тоже было обожествлено как нечто священное. Крокодилы, бегемоты и прочее. Если хорошо задуматься, вообще древние моги, да, их правильно так назвали, моги. Потом в скандинавском наречии их начали называть магами. Вот древние колдуны, скажем, жрецы, они поступали правильно, когда обожествляли природу, тем самым сохраняли источники. Потому что если животные священные, их нельзя убивать, или можно убивать в определенное время года, то, естественно, этот вид сохраняется. Когда человек перечеркнул все древнее, когда он забыл
когда он назвал предрассудками и какими-то пережитком прошлого все эти приметы, все эти божественные знаки, все эти законы магии, которые были созданы на много тысяч лет до него, вот тогда человек начал погибать, потому что человек начал строить дома возле древних кладбищ. Доказанный факт, что возле кладбищ очень плохая энергетика, и поэтому люди там гибнут, люди умирают рано, люди спиваются, люди колятся. И если возле кладбищ строятся дороги, то часто случаются аварии, разбиваются смертельным исходом. Да? Человек начал строить дома возле гиблых мест. Человек начал вырубать леса, которые обеспечивают вот эту энергетическую зону. И тем самым человек постепенно приближает себя к гибели. Вот почему сейчас очень много людей возвращаются к древним религиям, к истокам, к язычеству, потому что она приносит удовлетворение, успокоение. Когда человек следует законам древней природы, а древние люди были совсем не глупы, то человек всегда в выигрыше. Но вспомните пирамиды, они построены каким образом, что до сих пор они стоят, да? Они плотно лежат на земле, то есть вот треугольно. Кроме того, вот этот шестиугольный тип строения, он сохраняет и передает энергию. Сколько раз там было оставлено мясо, оно в течение времени превращалось в мумию само по себе. Что это говорит? Это говорит о том, что древние люди не просто так делали, не просто так строили. Кто сказал, что наша цивилизация самая развитая? Да у нас были и ядерные программы, и у нас были и всякое, которое просто в один момент было уничтожено, и мы снова с нуля начинаем. Наша память не просто так нам выдает. Каждый день у нас какие-то изобретения, какие-то новые что-то. Если уж хорошо подумать, за 5000 лет человеческой истории мы слишком уж быстро пошли вперед. О чем это говорит? Что мы не создаем что-то новое, мы воссоздаем то, что в нашей генетической памяти осталось просто-напросто. Вот эти идеи воплощаем в жизнь. Итак, вода, реки, водоемы, озера, болота и прочее в магии имеют большое значение, поскольку вода имеет память. Стоящая вода предназначена для одних ритуалов, текущая вода для других ритуалов. Когда вам предлагают делать что-то там, открытие судьбы возле озера или моря, вы можете просто смело плюнуть в лицо этому человеку, отвернуться и уйти. Этот человек ничего не понимает в магии. Никакого открытия судьбы не бывает возле водоемов, возле искусственных прудов и каких-то там созданных человеком мест. Это должна быть природная, именно природой созданная древняя местность, и вода должна быть естественная, текущая река. Итак, напомню еще раз. Египетская цивилизация возле Нила, китайская цивилизация Хуанхэ, Янцзы, если помните, да, индийская цивилизация Инд-Ганг, цивилизация Востока, Ефрат и Тигр. Их много, перечислять не будем. То есть речь о том, что река имела значение не только как сельскохозяйственное или как водный ресурс, но еще и как не только исторический, еще магический смысл. Потому что река, когда рядом, то цивилизация, то город чувствовал себя спокойно, она была защищена и водным ресурсом, и как бы от потустороннего мира, поскольку река, еще раз скажу, что река это как переход в тот мир, это граница между нашим и миром мертвых. Всего хорошего.